Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в Севастополе, в городе Герои. Да? Вы откуда? Из Севастополя. Ага. И как обстановка Севастополя и Крыма, в принципе? Обстановка благоприятная, Да? замечательная, да. Люди живут, радуются, все хорошо. Много туристов был этот год? Да, в этом году очень много туристов приехало. Больше как год назад или нет? Да, гораздо больше, чем в том году. Можно сказать, какой разница до референдума и после референдума? Есть другой вариант или нет? Ну, после референдума как-то более благоприятно все стало, более благополучно, скажем так. Да? Открыто, да. И как это принцип зажить Крыму? Это тяжело жить тут сейчас, или как жить каждый день? Ну, не знаю, вот у меня, допустим, семья из 4 человек, 2 детей маленьких. Нам комфортно, удобно, нас ничего не стесняет, не смущает. Мы живем нормально, как средняя нормальная семья. Жить хорошо. Как зарплата Крыму? Зарплаты тоже нормальные. Ну как, средний человек, не знаю, мне кажется, получает от 30 и выше, смотря какую должность занимает. Я, в принципе, нахожусь в декрете, у меня работает пока только муж один. Можно вопрос, вы сказать твой выбор, когда это был референдум? Ну, когда был референдум, мой выбор был за Россию. Ага. И как вы местные, может быть, вы знаете, как много местные люди сказать за выбор, за референдум? Ну, людей пришло очень много, больше 95% проголосовали за референдум. За Россию, чтобы Крым присоединился к России. Ага. Вы знаете люди, которые сказать за Украину, или... Нет, люди голосовали за Россию, они хотели быть Россией. Понял. Можно вопрос, как вы подумал, если иностранцы люди хотят отдыхать в Крыму, это хороший подумал или нет? Я чуть-чуть вопрос не поняла. Если иностранцы, иностранцы люди хотят гулять и отдыхать в Крыму, как туристы, это хороший, если иностранцы приезжают сюда, в смысле? Да. Ну а почему это плохо? Как бы люди приезжают, знакомятся с городом, узнают его. Я думаю, в принципе, это хорошо, что другие туристы сюда приезжают, им интересен этот город, да. Понял. Много Запад страна и пресса, и как президент Великобритании и США, тоже США, и они сказали, они гражданские не приезжают на Крым, потому что опасно, может быть теракт, война или бандитов был там. Они сказали, это очень опасно в Крыму. Что вы могу сказать за это? В Крыму максимально безопасно. Здесь нет никакой войны, никаких терактов. Здесь люди дружелюбные. То есть мы спокойно выходим на улицу, гуляем. То есть все как в обычных городах России. Вот обстановка вся та же самая, мирная и благополучная. Что вы могу сказать? Принцип, каждый Запад страна, Великобритания, США, Европа, они сказали, Крым это не Россия, это как что Россия сделает, они сказали, это нелегально, они сказали, это Украина. Что вы могу сказать за это? Люди вправе сами выбирать, где они хотят жить и в какой стране они хотят жить. Люди пришли, проголосовали, решили быть Россией. Это как бы выбор каждого гражданина. Ну а то, что другие страны это не признают, ну
видимо, им это невыгодно признавать. Боятся, наверное, России. Вот и все. Что вы могу сказать иностранцам люди за Крым? Ну, я могу сказать то, чтобы люди не боялись сюда приезжать, чтобы их не пугали лишний раз. Здесь мирная обстановка, у нас очень много туристов посещает наш город. То есть я, наоборот, призываю, приезжайте к нам, отдыхайте у нас, интересуйтесь нашим городом, нашей культурой. То есть здесь максимально безопасно и для обычного гражданина, и для туристов. И что, если вы могу сказать президенту Путину, что вы хочу сказать он? Президенту Путину? Да. Ну, наверное, спасибо за то, что он принял Крым обратно в родную гавань. И, ну, он хороший президент. Он молодец у нас. И можно хочу сказать Порошенко. Порошенко хочу сказать, что нужно лучше заботиться о своих гражданах и прислушиваться к ним, к их неволе, что они хотят, а не только преследовать свои какие-то личные цели, вот, какие бы они ни были. То есть нужно думать о людях в первую очередь. Что вы подумал дальше за Крымом? Что я подумала? Будет дальше за Крымом? Что будет дальше с Крымом? Да. Ну, я думаю, дальше будет также все мирно, такая же обстановка будет, как и сейчас. Также будут приезжать много туристов летом, причем из Европы также будет очень много туристов приезжать. В принципе, Крым, это Россия, он останется Россией дальше. Спасибо. Как зовут? Ольга меня зовут. Очень приятно, Ольга. Меня зовут Патрик. Спасибо. Приятно. Пожалуйста. Спасибо. Можно сказать, где мы находимся сейчас? В Крыму. Город-герой Севастополь. Да? И вы откуда? Я из Нальчика. Это Кабардино-Балкария. Ага. И как обстановка Крыма сейчас? Великолепно, прекрасно. Ага. И вы могу сказать, есть разница до референдума и после референдума? Абсолютно. Я, в принципе, человек приезжий, но каждый год приезжаю в Крым и абсолютно никакой разницы не вижу. Да? И как, что был лучше референдум или после референдума? Разницы нет. Просто не могу видеть ничего, да? Да, абсолютно. Ага. И что вы подумал? Крым это какая страна? Крым это Россия. Да? Да. И зачем вы могу думал это? Почему я думаю об этом? Да. Потому что всю жизнь Крым был... Вы знаете, я человек Советского Союза, и как вам сказать, что я привыкла, Советский Союз, СССР, это все сейчас для меня. Я раньше приезжала сюда, отдыхала, еще в советские времена. Как-то ничего не изменилось. Поэтому для меня Крым это Россия, а СССР это Россия. Раньше, понимаете, да? Мика, встань. Можно сказать, какая это, знаю, какая это памятник там? Что-что? Это память там. Вот этот памятник? Да. Я не знаю, памятник чему. Валь, памятник чему это, Валь? Я не помню памятник чему, да. Ага. У меня экскурсия была, но я не помню. Ага, ну все хорошо. Памятник утонувшим кораблям. Ага, понял. Тут Севастополь много историй, да? Очень. Да? Это интересный город. Можно сказать, как вы подумал, если иностранцы люди хотят отдыхать в Крыму, ты думал, это хорошо, это будет аккуратно? Великолепно. Да? Пускай приезжают иностранцы в Крым, они ничего не пожалеют. В Севастополь тем более. Ничего не пожалеют. Здесь много достопримечательностей, здесь много. Здесь очень хороший народ, отзывчивый, добрый, внимательный. Если сюда приезжать, иностранцы не пожалеют.
Ага. Много запад страна, сказал они гражданские, что Крыму будет опасно, не надо ехать в Крыму, потому что это может теракт, военные, бандиты. Нет. Нет? Нет. Не опасно, да? Нет, не опасно, нет. Как вы подумал, что местные люди подумал за ситуацию сейчас и референдум? Ну, они как бы довольны, им нравится. Да? Да. Как, Если бы они не хотели бы присоединиться к России, как вы думаете, они на референдуме голосовали бы? Нет, Да. конечно. референдум это был правда, как что местные люди хочу? Это был правда, правильный и правда референдум? Да. Да? И как, наверное, вы говорите много местные люди? Ну, и как местные люди говорю, да. Да? Что вы хочу сказать земля и иностранцы люди на Крыму? Как мы... Приезжайте в Крым, добро пожаловать. Спасибо. Как зовут? Диана. Очень приятно, меня зовут Патрик. Как? Патрик. Патрик? По-нашему Петр? Или Павел? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я вам расскажу про Крым, что с Крымом происходит 4 года. Все хорошо. Но я вам скажу одно, что продукция испортилась. А так люди стали нормально жить. Хоть войны нету, голода нету, зарплаты все платят. 11 200 рублей зарплата, средняя зарплата, а минимальная зарплата в Севастополе, например. Это нормально для жителей Севастополя. Да? Нормально, говорят нормально, да. Но я считаю, если честно, ненормально. Очень, вообще все хорошо в Крыму. Слава богу, что нет войны. Самое главное, что нет войны. Все. Вас откуда? Что? Вас откуда? Откуда? Я откуда? Да. Я с Хохляндии, из Днепропетровска. Да? Да. Там у нас пиздорезик, пиздорез. Да? Да, именно пиздорез уматовый. Да, там именно евреи крепят, ну, Украину уже сколько, с 91-го года. Как этот Горбачев наколотил дров, ваш там американец. Да. Да, я тебе говорю, я всех бы на Луну отправил бы. Сделал бы на Луне там для них эту атмосферу бы и всех евреев туда. На Луну. И как Крыму, вы подумал это слово местные люди Крыма подумал? В основном местные. Ну и вот Москва поднимала, короче, бабки они отправляют на Крым, а доходит только, наверное, 30-50% максимум. А все по карманам, потому что растасовываются и все. Ну и так. А люди жалуются, что мы там налоги больше стали платить, ну то есть на континенте, то есть в России. Налоги больше подняли, а налоги почему больше подняли? Чтобы поднимать Крым. За 4 года, ну, инфраструктуру улучшили, дороги построили, мост построили, ну как бы так. Вот, но это уже спасибо. Это уже спасибо, да. Ты Днепропетровск, да? Я, да, Днепропетровск. Да. Ну, вообще сейчас называют Днепро, но для меня он до сих пор Днепропетровск. Да. Понял. И что вы подумал за война Донбасс? Война Донбасс, пидор-сидор, война Донбасс. Это, короче, плохой человек, война Донбасс. Миру мир. Кто плохо на это? Кто виноват? Кто виноват? Да. Евреи виноваты. Жиды. Да? Жиды, да. Жиды это маланцы, пидорасы. И как Порошенко на это? Порошенко, там я в рот его, короче, целовал. В рот целовал, вот так. Вот так. Я тебе говорю. Порошенко просто у него продажная шкура. Он вообще, он олигарх. Олигарх, обычный олигарх. У которого друзья в Америке, в Штатах. Все, вот что я вам могу сказать, все. И все, и он с ними вот это начал. А вообще это с 90-х годов все это назревалось, с 90-х все это планировалось. Да, все, давайте, спасибо. Да? Можем сказать, где мы находимся сейчас? Да? И вас откуда? Санкт-Петербург. Да? Сколько раз вас был Крым? 3? Ага. И до референдума или только после референдума? И до, и после. Ага.
есть разница, вы могу сказать, за Крымом? Ну, референдум это было очень давно, начало 90-х, а все остальное это после референдума. Поэтому однозначно, я думаю, есть разница. Все строится, даже вот аэропорт новый в этом году уже. И можно сказать, как вы подумали лучше, до или после референдума? Я думаю, после лучше. Да? Как вас подумал, какая сторона Крыма? Не понял. Какой страна Крыма? В какой стране принадлежит Крым? Да. Россия. И почему вас подумал это? Почему Россия? Да. Глупо отрицать исторические земли России. Живут здесь наши люди. Да? И что вас могу сказать, потому что много запад страна сказал, это не Крым, это Украина, как референдум это не был реально, референдум это не был легальный. Что вас могу сказать за это? Пускай сначала про Косово расскажут, как Косово без референдума стало отдельной страной, потом нас учат жить. И тоже много запад страна сказал, Крым это опасно. И может теракт, война или бандито, что вас могу сказать за это? То же самое Это может не быть то. и на Западе. Да. Это не так. Да. И что вас могу думать, если иностранцы люди хочу отдыхать Крыму, это хороший подумал или? Я думаю, у них проблем не будет и им здесь понравится. Да? Хорошо. Здесь не опаснее, чем в Санкт-Петербурге, и также есть что посмотреть. Что вас, может быть, хочу сказать за земля или запад страна, или что люди надо знать за Крыму, в принципе? Что не надо бояться и ехать сюда и открывать новые себе впечатления, места, новых людей. Здесь будут их рады увидеть. Хорошо, спасибо большое. Счастливо. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся на набережной в городе Севастополе. Набережная Корнилова. И вы откуда? Я Севастопольский. Да? Как твоя профессия? Профессион. Да. Матрос. Да? Это твое кабель? Да. Да? И можно сказать, как это год за туриста? Для туристов? Да. Да. Это туристический город. Да? Да. Не, как это год? Много или мало? Туристов? Да. Хотелось бы, чтобы было больше, конечно. Ага. Вы могу сказать, разница как туриста до референдума и после референдума? Ну, при Украине туристов было больше. Да? Ага. Если бы сейчас границы не мешали нам проезжать сюда, тем украинцам, которые привыкли отдыхать в Севастополе, без проблем. Вместе с россиянами и украинцами у нас вообще было бы просто шикарно. Вы подумали, это будет потом, или? Не понял вопрос. Что вы подумали дальше за Крыму? Путин дал Крыму? Не, что вы подумал дальше за Крыму? Дальше что будет Крыму? Что будет дальше с Крымом? Да. Я думаю, все хорошо будет. Да? И какая страна Крыма? Какая страна? Какой страна Крыма? Какая страна Крым? Да. Россия. Да? И вы сказали твой выбор на референдум? Конечно. Да? Самое главное, что здесь сейчас безопасно. Здесь нету беспредела такого, как на Украине. Могу сказать, как вы выбор? Что твой выбор был? Мой выбор? Да. Я не голосовал. Не успел. Я еще ехал с Украины, я не успел проголосовать.
Что, Ну, я бы проголосовал за Россию. да? Однозначно, конечно. Может, Если- зачем? Почему? Да, почему? Я, во-первых, родился в Советском Союзе и жил всегда. Учил русский язык, русскую литературу, русскую историю. А то, что сейчас происходит, это должны понимать. Всю историю перековеркали. Начинают нам навязывать какие-то свои эти исторические, неправильные исторические факты. Мы знаем историю своего города. Это русский город, город русских моряков. И что в этом плохого, я не понимаю, что плохого в том, что это русский город, город русской славы. Вот так это можно сказать. Вас сделать экскурсион на этот корабль? Да, экскурсия. Сколько стоит это? Экскурсия стоит 500 рублей, получасовая, часовая 800. Ага, понял. И где это ехать? А? Где это находимся? Где мы находимся? Не, где корабль, экскурсион? Экскурсия по бухтам Севастополя. Южная бухта и Большая Севастопольская бухта. Подводным лодкам, к военным кораблям, памятники, соборы, история города, все в пути рассказывает экскурсовод. Понял. Простите, пожалуйста, а вы не могли бы нас фотографировать на фото? На фоне нашего корабля, конечно. А кто у вас? Меня и мужа. А где муж? Муж, Подходите, давайте сфотографируем. фотоаппарат у нас свой. Я просто раз. Ну, понятное дело, что я не на свой буду. Становитесь, давайте фотоаппарат я сфотографирую. Все, дружище, давай. Ага, хорошо, спасибо большое. Можно, как зовут? Иван. Иван, очень приятно, спасибо.